Привет всем! Вы на канале Берлога Коптильщика. Сегодня мы будем перегонять получившуюся у нас брагу, которая образовалась, когда мы экспериментировали с квасом домашним. У нас жара стоит 4 недели, и на протяжении этих 4 недель мы постоянно делаем квас с хорошим градусом, но бывает, наши эксперименты заходят за ту черту, когда уже пить кваска, получившийся, невозможно. Он очень крепкий. Поэтому мы оставляем дальше его бродить, в связи с чем у нас получается брага из домашнего кваса, которую мы сейчас будем и перегонять. Значит, перегонять мы будем простым, на мой взгляд, способом, но он для меня в последнее время является не только дешманским, но еще и эффективным. Эффективность его заключается в том, что при использовании сухопарника и 3 барботеров у меня на выходе получается хорошая, стабильная крепость спирта сырца. Значит, что мы в итоге получаем из дешманского варианта и что нам для этого надо? Нам нужна силиконовая трубка, 4 банки 3-литровых, одна из которых банка у меня заполнена губками для мытья посуды, для мытья сковородок, раковин. Это губки из нержавейки. Поскольку такие губки я у себя применяю в дымогенераторе, я уже точно знаю, какие брать, чтобы они были действительно из нержавейки, которые были по своим свойствам нормальные, не рассыпались. То есть опыт в этом у меня есть. Принцип действия данной конструкции — это как у кольца Райшига, либо Панченкова сетка. Здесь, в общем-то, принцип какой? Пары проходят через скрученную металлическую сетку, а в данном случае губки. Они проходят, и вся дрянь оседает именно в этой банке, оседает здесь. Ну, естественно, еще по барботерам она, когда проходя, все лишнее отсекается и оседает. Но самое эффективное получается в моем случае, да простят меня гуру самогоноварения, но, на мой взгляд, вообще это удобно, просто и дешево. Именно почему я понял, что этот метод работает и этот принцип, потому что, может, он не эффективен на 100%, но он работает. Почему? Потому что когда ты все уже перегнал, открываешь для мытья, ну, здесь очень ядовитый и едкий запах и едкая консистенция, сами губки становятся желтовастые, то есть их отдельно я промываю, кипячу. Ну, в общем-то, принцип этот работает. Плюс ко всему, используя контроллер по выходу пара, я могу контролировать четко температуру пара по спирту, регулируя огонь в самой емкости нагрева. Вот этот простецкий вариант, который позволяет, в общем-то, достаточно нагнать качественный самогон простым дешевым способом. У нас сейчас домашнего кваса залито 32 литра. Крепость домашнего кваса у нас 10,3%. Сейчас будем перегонять. У нас первая перегонка. Посмотрим, сколько мы сможем отжать, какой крепости и какое количество вот с этих 32 литров нашего домашнего кваса. Так, бак у нас прогрелся, температура пошла резко вверх, прошло 1,5 часа. Сейчас, как только достигнет температура 70 градусов, мы отрегулируем уровень подачи огня плиты. На мой взгляд, вот такой способ перегонки является самым оптимальным. Не знаю, как у кого, но меня полностью устраивает. Обалденная вещь. Один раз отстроил температуру нагрева, и процесс идет
И в конце концов мы получаем хороший, качественный, чистый продукт. Ну что, прошло у нас 4 часа, и первая 3-литровка у нас накапала. Будем считать 22 градуса. Прогон прошел. У нас получилось спирта сырца 3 литра. И сейчас замерим, сколько здесь. Вообще я гнал до градусности 25 градусов. Выгонял первый перегон. Но дальше посчитал, что мне не интересно. Итак, литр. Два. Два 800. Здесь 5 литров 800 миллилитров. С 32 литров браги на домашнем квасе крепостью в 10,3%. Сейчас крепость нам не интересна, поскольку у меня было первых перегонов несколько. Сейчас я все это соединю в одну емкость, добавлю 25% воды и буду гнать второй раз. Первой перегонкой я перегнал 80 литров браги. У меня суммарно сейчас получилось 11 литров 300 миллилитров. Сейчас я все соединю в одну емкость и возьму среднее, сколько получится у меня среднее по больнице, добавив 3 литра воды. Все, сливаем все в одну кучу. Для меня это наплевать. Чтобы вывести в таблице, мне только нужно знать, какая у меня будет крепость по всему моему первому перегону. «67 градусов». Сейчас замерим температуру. Ну, будем считать 27 градусов. Объем спирта сырца у нас сейчас 14,3. Это общее количество. Крепость спирта по больнице 64,9 градусов. Крепость, которую я хочу получить на выходе, 90 градусов. Доля голов я отберу 11%. То есть это у меня составит 1 литр. И доля хвостов 15%. Ну, с хвостами это отдельная песня. А самое главное, что нам надо получить 7,6 литра крепостью 90 градусов. Процесс зашевелился, головы отбираются. Что еще хочу сказать, что сейчас в цепочку к барботерам добавлю один барботер, где я беру 50 на 50 кофе в зернах и орехи миндаля. Все это немножко в ступке разбил, и кофе, и орехи. И беру в такой пропорции, ну, как мне кажется, ароматика в конечном продукте ощущается. 10 грамм на 1 литр конечного продукта. Отобрали головы. У нас 89 градусов крепости при температуре 19,5 градусов. Посмотрим, как будет отбираться тело, какой будет у нас градус. Ну что, я считаю, что процесс идет замечательно. Это уже полноценная перегонка.
18 градусов температура у нас в спирте, а ареометр показывает 89 градусов. Ну, в общем, получается где-то 90 градусов. Хороший результат. По параметрам у нас следующая трехлитровка то же самое. 89 градусов. Температура, я думаю, та же, 20, может чуть меньше, но это не принципиально. В общем, вариант дешевый, стабильный и выдает хороший градус. Очень нравится такой вариант. Именно с барботерами. Сухопарник и 3 барботера. Идеально точно. Данным способом мы отобрали 7 литров 600 миллилитров. Здесь у нас литр, здесь 630 миллилитров. И крепость на всем протяжении стабильна. Сейчас замеряем. Как часы. 89 градусов. Температура спирта, который у нас получился, 20 градусов. И спирт 89 градусов крепости. То есть, что хочу сказать. Данный вариант очень мне нравится. Хороший способ перегонки браги в самогон. Ну что, тело мы отобрали. Сейчас продегустируем. Температура пошла по датчику вверх. Это значит, уже пошли хвосты. Ну что, ваше здоровье. Пробуйте, делайте. Варианты, этот способ, я считаю, что абсолютно идеальный. Всем благ. Очень достойная вещь. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. До новых встреч!